Друзья, всем привет! Ну что ж, рычаги полимеризовались, и теперь мы можем спокойненько рассмотреть все мои разнообразные технологии, по которым я делал облицовочный слой. То есть, чтобы рычаги были не только лишь прочные, это, конечно, самое основное, но еще и красивые и ровненькие. Здесь буквально несколько технологий. И плюс я еще разрабатываю новые. Вот они, видите? Все еще нахожусь в поиске, читаю ваши комменты и, может быть, наконец-таки мы придем к идеальной поверхности. Хотя вот это меня, в общем-то, более-менее устраивает, потому что рычаг, смотрите, он ровненький. До конца размотаю, еще ровнее будет, скорее всего. А вот здесь, обратите внимание, там, где было под термоусадкой, и это я еще дополнительно обматывал изолентой, ну, поверхность такая. Немножко, как говорится, недокатанная колбаса. Все, обратите внимание, как красиво. Но вот так гуляет. Ну, а здесь вот так получается. Видите, есть некие морщины, потому что я внутрь закладывал свою любимую красно-белую пленку. Вот такую. Видите, опять ее здесь намотал для эксперимента, но об этом чуть позже. А потом обрабатывал ее изолентой аккуратненько. Поверхность была более-менее уже полимеризованная, поэтому глубина вот этой шероховатости и отпечатков от изоленты небольшая. Если делать под вакуумом, то вот эти морщины, они будут еще больше. Поверхность тоже будет неважнецкая. Вакуумом прижимают именно композит к матрице, которая идеально ровная, ну а внутри, в принципе, пофигу, как оно выглядит. Морщины там, не морщины и так далее. Абсолютно по барабану. На втором рычаге я тоже поэкспериментировал. Покажу вам чуть попозже поверхность, потому что заложил новые эксперименты. Значит, здесь эксперимент был в том, что я намотал на жидкое изоленту с пленкой. Потом мне это не понравилось, я изоленту размотал, когда чуть более полимеризовалась. И наложил, получается, такой вот кусок термоусадки, просто сверху обвернул, не стал его термоусаживать. И в итоге опять замотал изолентой. То есть убрал те самые ступеньки. Вот видите, здесь поверхность более гладенькая. Нет никаких ступенек от изоленты, есть небольшие кратеры, потому что пленка жесткая и она полностью не пристала, не прилипла. И плюс уже композитик был полуполимеризовавшийся. Ну а сейчас испытываю новые технологии. Здесь я хочу попробовать термоусадить именно полиэтиленовую пленку. Потому что когда обматываю изолентой, она норовит как бы создавать те самые морщины. И вот видите, она поддается термоусаживанию. Феном, не горелкой. Горелкой гораздо жестче все происходит. Вот. И можно пытаться таким вот образом попробовать термоусадить, но уже вот эту пленку. Либо когда будут какие-то морщины мега появляться, пытаться усаживать. Вот видно, что все усаживается, только почему-то оно как будто бы потом обратно распрямляется. Но, естественно, потом все равно изолентой надо обматывать. Здесь, с этой стороны, я без вас поизгалялся. Намотан лавсан. И его тоже можно пытаться термоусаживать. Правда, температура нужна гораздо больше, чем полиэтилену. И он такими какими-то круглыми кратерами образуется. Что мне, если честно, не очень-то и нравится. Ну, что-то какая-то маловатая, что ли, температура у моего фена. Как-то ничего даже особо не нагрелось. Но вот тут, видите, поддерживается. Посмотрим, как оно на жидком будет работать, потому что будем сегодня закладывать еще два нижних рычага. Верхние рычаги я оставляю на потом, друзья, потому что они будут на самом виду и должны быть более красивые, скажем так, чем нижние. Еще при всех этих технологиях должно хорошо отставать, отлипать. Поймите правильно, лавсан, например, очень плохо отлипает, это я точно знаю. Хорошо отлипает, сами знаете что, полиэтилен. И вот такая термоусадка получается, которая тоже основана на полиэтилене, как я понял. Успешно все снимается. Также еще вместо такой полиэтиленовой пленки хочу попробовать поплотнее пленочку. Раза в 2-3 она толще. Она тоже термоусаживается. Вот здесь я пробовал ее уже наматывать. Ну, то есть я здесь просто наматывал на уже готовую. Она даже, видите, подсклеилась кое-где. Ну, а вот такие получились рычаги.
Обратите внимание, что каждая трубка сделана по разным технологиям. Вот с термоусадкой, видите, сразу отличается от всех своей сильной неравномерностью. Наверное, термоусадку я использовать не буду в таком чистом виде. Только может быть вот так, чтобы обернуть. Здесь, видите, уже довольно-таки неплохо, ровненько все. Но есть небольшие нюансы. Видите, изнутри подвспучило, потому что была большая щель. Но это ничего страшного, карбон здесь весь на месте. Мало того, он еще и весь замкнутый, так что на прочность не влияет, влияет лишь на эстетику. Ну а вот здесь намотано изолентой через красно-белую пленочку. Здесь тоже, но здесь я потом размотал и немножко горелочкой обработал, чтобы подплавить эпоксидную смолу. И оно стало, как бы видите, более сглажено и более зеркальная поверхность. То есть экспериментирую по полной, друзья. И скажите мне, как вам нравится такой частый выпуск видео? Потому что некоторые ребята уже пишут, что-то ты слишком часто начал видео выпускать. По-моему, ты выпрашиваешь донаты. Вот это номер, ребята, вы представляете? Я тут работаю, стараюсь для вас, стараюсь для себя заработать какую-то копейку, почаще видео выкладывать. Потому что я бы мог бы в одно видео эти все рычаги вложить. Я же стараюсь больше снимать, больше для вас и, естественно, для себя. Потому что доходы у меня уже упали ниже плинтуса, у меня уже $20 в день YouTube приносит. И эта цифра просто стремится к нулю. Так что, ребята, скажите, что вы думаете по поводу частых выпусков видео. Можете даже проголосовать донатом, так сказать, за это дело, чтобы я уже точно понял, вымогаю я донаты или не вымогаю донаты, потому что что-то мне лично непонятно. Ведь если я буду мало видео выпускать и абсолютно не просить никаких донатов, то на какие шиши я вообще буду строить этот болид? И вообще мне тогда придется идти куда-то работать. А тем ребятам, которые так пишут и недовольны частым выпуском видео, им придется смотреть видео, знаете про что? Ну, сами вы понимаете, чисто про войну. Потому что DIY-ная вся эта тема просто отмирает в YouTube, ибо ребятам не за что покупать материал и не за что вообще не на что работать и жить. Точнее, работать приходится идти куда-то в другие места. Мне, кстати, местечко на заводе уже пообещали. Вот такие вот дела. Пойду от простого к сложному, то есть от самого сложного рычага к самому простому и легкому. Простота его в том, что трубочки покороче. И, наверное, намотки будет поменьше, так как это верхние рычаги, они должны быть как можно легче. Ибо если они будут тяжелые, будут поднимать нам центр масс болида, что нам не нужно. Ну а этот, как видите, готов уже. Да, можно будет сделать постобработку потом еще какую-нибудь. Как-то заточить, может быть даже еще в один слой декоративный обернуть. Если захочется, если будет на это время. Заценим, что тут я набрал в леруашке. Это все нам пригодится. Куча тряпочек. Ну, тряпочки не только лишь для этих целей. Ну, я обычно набираю, они пока что там дешевенькие. Можно набирать и пользоваться. Классная вещь. Изоленты большое количество. Ну и самое главное, перчатки. Здесь главное не ошибиться с размером. Вот в каждой пачке по 100 штук. Ну я так вроде там разорванную увидел, попробовал, надевал. Вот такие теперь будут. Были белые, будут синие. И еще, друзья, большая радость. По заявкам интересующихся решил сделать опытный образец. Вот, и попробовать давануть его потом на прессе. Либо попробовать, на прессе мы уже давили, а попробовать как-то зацепить его вот здесь, например. Вот так. Или вот так. Ну, короче, на излом попробовать согнуть. И, кстати, да, что быстрее согнется, ШС или вот здесь вот лопнет карбон. Очень хочется попробовать. По заявкам интересующихся, так сказать, по заявкам в комментах. Это у меня испытательный узел, если что. Вот одна штука не получилась и пришлось переделывать. Резьбу испортил, заклинил ШС. Пришлось здесь все долбить, пытаться выкручивать. В итоге я выкрутил, но решил сделать заново эту деталь. Видите, она какая получилась. Потом я еще кувалдой долбил по этому ШСу, пытался его согнуть, потом пытался выгнуть обратно. Ну, в общем, поразвлекался нормально. Можно продолжить развлекаться. Кстати, да, долбил вот сюда и пробовал, будет ли разбалтываться гайка.
Если прям очень сильно ударить, да, разбалтывается. Если ударить чуть-чуть поменьше, то если сильнее затянуть, то в общем-то держится. Также можно еще на фиксатор резьбы ставить, чтобы ничего не откручивалось. Ну, гайка мощная, что тут сказать, я проверил. Так, ну а сейчас у меня будет долгий, не особо интересный процесс. Буду разделять эти нитки. Тут вот если присмотреться, видно сколько ниток. Но они не хотят так просто разделяться. Нужно делать некие такие движения. И потом аккуратненько разделять по одной. Раскрой готов. Хорошие новости, друзья. Такое чувство, что вот этой вот пачки карбониума мне хватит на все рычаги. И, возможно, хотя бы на облицовочный слой сиденья. Потому что здесь мелкая 3К клетка, и из крупной клетки не хочется делать сиденье, если честно. Хочется, чтобы покрасивее было. Однонаправленного карбона тоже вроде бы хватает, потому что на самое крупное и самое мощное я уже нарезал. Ну а здесь где-то около метра есть еще карбона. Я думаю, растяну как-нибудь на 8 лоскутков. Из новшеств сделал вот такую маленькую полоску из скотча. И буду, получается, приклеивать ее сразу на рычаг, и можно будет сильнее наматывать карбон. То есть из-за скотча она уже смещаться на эпоксидке не будет, и можно будет плотнее. Но зато тяжелее регулировать, тяжелее, так сказать, настраивать ее, потому что она будет смещаться все время в одну сторону куда-нибудь. Вот смотрите, ребята, какая пропитка. Все пропиталось, и я дополнительно выгоняю шпателем эпоксидную смолу. То есть здесь лишнего ничего нет. Очень даже сухая смола получается. Точнее, композит. Так, сейчас попробуем с удовольствием намотать. Со скотчем должно хорошо прилипнуть сразу. Вот так. Все, теперь она намотается так, что просто жесть. И никаких проблем с загибанием этих усиков не будет. Так, погнали наматывать. Да, скотчик прям помогает хорошо. Прямо вообще вот так раз только, и мы натянули. Почему я не пользовался такой фичей раньше? Это самая длинная трубка из всех рычагов. Самая-самая. Зато вот это уже очень короткая. И остальные, они короткие. То есть вот это самое сложное, можно сказать, сейчас мы делаем. Потом пойдет упрощенка. Так, есть. Намотка состоялась. Попробуем удалить лишнюю эпоксидку с нее. Может быть, это нам чем-то поможет в будущем. Видите, смола даже не выделяется, а вы говорите, много смолы у меня. Надо там что-то отжимать, что-то это. Это довольно-таки сухой композит. На 10-й раз уже гораздо интереснее идет дело. Вообще, мне уже нравится даже. Просто уже знаешь, сколько чего, сколько каких материалов. Сразу не получается, друзья, подобрать материалы, количество, выкройки. Не такая простая вещь эти композитные материалы. Вот сразу шут его знает, сколько здесь всего надо. Сейчас я уже себе представляю. Я каждую выкройку я подгоняю. То есть, если мне что-то не нравится, да, я, например, пытаюсь это улучшить. В данный момент мне пока что все нравится. Но это уже не 10-й, 9-й раз, 9-я трубка это. Даже не знаю, что делать. Вроде бы все так хорошо получилось. Чем обматывать, чтобы не испортить, а? Думал, буду щелкать рычаги как орешки, но вторая партия мне далась гораздо труднее. Но зато она получилась гораздо аккуратнее, и мне кажется, поверхность будет просто идеальная. Один я повесил вот так, полимеризуется, ну а второй вот он, на ваших глазах. Намотка была очень сложная, но мне кажется, вот в таком виде все будет прекрасно и гладенько. Сначала наматывал мою любимую полиэтиленовую красно-белую пленку, потом я ее укреплял скотчем.
То есть вот так продольно наклеены полоски скотча. Иначе, так как эпоксидка, она как бы жидкая, жидкий композит, это все дело может стягиваться, крутиться и образуются адские морщины. Сейчас вроде бы никаких особых морщин не наблюдается. Вот. Ну а концы оставлял свободными. Ждал, пока немножко хотя бы полимеризуется и застынет. Потом опять же намотал пленочку и замотал очень-очень аккуратненько. Просто нереально аккуратно изолентой. Изоленту отрывал, ждал, когда она сядет обратно, чтобы она так сильно, как обычно, не стягивала композит. Ну и вот, обратите внимание, никаких здесь бугров на изоленте не обнаружено. Мало того, первый композит имеет диаметр 27,3 мм, а новый удалось уменьшить на целый миллиметр. Это все благодаря скотчу, с которого я начинал намотку. Именно он позволил сделать ее плотнее гораздо. Также я еще выдавливал лишний эпоксид, протирал тряпочкой. Ну, в общем, видите, результат на миллиметр меньше. Начитался я тут ваших комментов, ребята. Существует некое зацикливание, когда речь идет о карбоне. Есть основных два слова, на которых адепты автоклавов и вакуума зацикливаются и все время пишут про это. Я уже даже говорил, почему здесь эта технология не очень хороша. Ну, ладно, речь не об этом. Появилось еще одно слово, это электрокоррозия. Получается, что у нас два разнородных материала, карбон и алюминий. Между ними возникает разность потенциалов, потому что карбон он электропроводящий, это не пластик никакой. И потихоньку материал, металл там разрушается. Это заметили на велосипедах велосипедисты, хотя может быть у них просто алюминий корродирует и все. Затекает вода. Ну, они считают, что это именно из-за карбона все. Поэтому, ребята, я вот намотал карбон на болваночку и хочу это прямо точно проверить. Наматывал не просто так. То есть я сначала проточил. Оксидная пленка была абсолютно минимальная. То есть я создал самые плохие условия. Потом я намотал карбон. Причем я еще вот так вот его об алюминий тер. Ну мало ли вдруг на нем какое-то защитное покрытие и не среагирует. А потом все сверху плотненько замотал скотчем. И все это дело будет лежать в сыром гараже. Можно даже маленькую дырочку сделать в скотче для чистоты эксперимента. Ну то есть, чтобы туда еще и воздух проникал. Да, еще и сырой, потому что в сыром гараже будет лежать. Вот, и потом мы точно уже выясним, без всяких этих теорий заговора, есть ли тут эта коррозия или нет ее. Потому что постоянно меня подписчики какими-то такими вещами пугают, а я все перепроверяю, ребят. Так что вернемся к этому вопросу мы, наверное, через год, через два, а пока посмотрим, что за карбоновые рычаги у нас получились. Получились ли они в идеале или они не в идеале получились. Вот смотрите, здесь есть некие нюансы. Видите, пузыри. А если бы я делал, как вы многие, ну даже можно сказать большинство хотите, через трубки половинчатые, ну то есть распилить напополам вдоль трубку и вот так зажимать. Учитывая, что тут еще чуть-чуть неравномерный диаметр, но вот этих бы пузырей просто было бы нереальное количество. Это надо было бы сверхжидкую какую-то смолу делать. Не, ребята, эта технология совсем уж плохая. Если вы что-то будете подобное делать, никогда ее не используйте. Ну, то есть с половинчатыми трубками. Возможно, она срабатывает, если какая-то тонкая намотка. Но у меня бы она не сработала, я бы не смог бы сделать. Ну, а так, смотрите, технологии Коршуна походу работают. Ну вот, готовые 4 рычага, и теперь можно сравнить технологии. Здесь кривенько, это первый был рычаг. Здесь вот я плотно обматывал, такая ребристая поверхность. Ну а вот новая технология. Смотрите, выглядит довольно-таки цивильно и равномерно. Меня вполне это устраивает, так что остальные рычаги сделаю по такой же технологии. Только буду делать еще более аккуратно. От аккуратности очень сильно зависит качество. Ну а что вы скажете по этому поводу? Вот я вам скажу, от вакуума никогда не будет такая поверхность, потому что там мешок съеживается и будет все в морщинах. Абсолютно все будет в морщинах. А так вот смотрите, по-моему супер. Есть небольшие артефактики такие, вот. Ну, несущественные. Пойдет, короче, давайте взвесим его. Ха-ха, это легкий рычаг, ребята.
Очень интересно, какая же масса. 860 грамм. Вот это да, друзья. Вместо запланированных 2 килограмм у меня получилось 860 грамм. Это просто супер. Болит, легчает на глазах просто. Да, ребят, представляете, кто там в туалет хотел сходить и сбросить этот вес? Ну вот смотрите, уже по 1,2 килограмма за каждый рычаг вот такой вам надо сбрасывать, а маленький еще больше. Да тут уже набралось где-то 20 килограмм сброса. Ну а к концу проекта, если вы хотите быть пилотом, должны будете подтвердить свою профессиональность и сделать сброс в туалете более 100 килограмм, я думаю. Так что давайте, пробуйте, тренируйтесь, дерзайте. Весь мир на вас смотрит. Ну вот и все, сделал. Сам не ожидал от себя такой прыти. За 4 дня сделать 8 рычагов – это что-то с чем-то. Некоторые из них еще забинтованные, потому что смола жидкая. Здесь вот рогатка вообще стоит последняя. То есть только-только я ее заформовал. И еще есть одна вон там, в чулане, но там очень темно, и я боюсь туда заходить. Хотя ладно. Посмотрим, как она тут себя чувствует, стоит, ждет. Ждет, естественно, полимеризации. И еще, ваше любимое, ребята, сделал вот что. Как вы думаете, что это такое? Да, конечно же, это тестовый образец. Сделал его точно так же, как и все остальное, только более расхлябанно. Скажем так, сильно не старался, сделал это намеренно, чтобы заведомо она немножко менее прочная была, эта штуковинка. Здесь установлен наш боевой 12 ШС. И мы, наверное, будем зажимать как-то его в токарный станок и давить на него вот так. Пытаться сломать трубу, пытаться согнуть ШС. Я его, правда, кувалдой пару раз туда-сюда уже согнул, то есть он немножко разболтанный. Ну и хочется в конце концов вдоль вот так карбоновую трубку распилить. И посмотреть, как там себя чувствует сочленение. То есть ли там пустота, образуется ли она при наматывании, или там все мега плотно, мега хорошо. То есть очень хотелось бы это знать. Здесь я сильно не обматывал. То есть тут вот буквально пленочкой обмотано. Никакого натяжения изолентой не создавал. Вот посмотрим, как оно получится. Да уж, работа проделана просто феноменальная. Я просто счастлив, ребята, что сделал это и сделал так быстро. Это просто круто, нереально. Ребят, такое чувство удовлетворения сейчас присутствует в душе. Вы себе не представляете. Можно спокойненько идти монтировать для вас это видео. Сейчас только фоточку сделаю, все засниму. А так у меня все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь по-братски на телеграм, также канал. Все, всем пока, до новых встреч.